Ребят, возможно, вы невероятно устали. Вы очень голодные и думаете, для чего все это нужно было. Вы не спали очень долго. Но я могу вам однозначно сказать, что когда вы попадаете сюда, в этот солнечный город, то все это развеивается. Вы понимаете, что оно того стоило. Итак, Дубай, посмотрим, какой ты. Погнали. Итак, ребят, в сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, какой настоящий Дубай, про надуманную роскошь и дороговизну, поговорим про наводнение, как оно повлияло на социальную жизнь людей, а именно на передвижение в метро. Также пообщаемся с местными и приезжими людьми, увидим самое высокое здание в мире, невероятное шоу фонтанов, посетим самые высокие смотровые площадки Пальм Джумейры, разочаруемся в виде на 7-звездочный отель Бурдж Аль-Араб, несколько раз уроним с вами камеру, прочувствуем на себе 40-градусную жару и как горят от нее кроссовки. Увидим невероятный музей будущего, а также посетим запоминающуюся дубайскую рамку. Первым делом хотелось бы обратить внимание на климат в Арабских Эмиратах. Несмотря на то, что это пустыня, климат здесь очень влажный, ничем не уступающий азиатскому. От этого в голове происходит небольшой диссонанс, когда на улице вроде бы 40-градусная жара, но переносится она достаточно просто за счет климата. Здесь невероятно много зелени, хоть и искусственно выращенной, отчего тут так легко и дышится. Климат еще очень влажный. Это отчасти даже может быть очень обманчиво для нашего организма, например, когда плюс 40-градусная жара. Что касается культурных отличий, а больше всего людей интересует, насколько здесь строго с внешним видом, исходя из моего опыта пребывания, я не заметил, что здесь с этим проблема для туристов. Но это не значит, что нужно принимать радикальные решения. Отдельно хотелось бы отметить отношение к девушкам, с каким почетом и уважением к ним здесь относятся. И это вовсе не выдумки про то, что нельзя касаться девушки, которая одета в национальную одежду. Я лично наблюдал несколько ситуаций, когда мужчины-европейцы протягивали руки с целью благодарности в виде рукопожатия и получали отказ. Что интересно, так это то, что ни в коем случае нельзя прикасаться к арабской женщине, мужчине не мусульманину. Также для девушек и детей в общественном транспорте существуют отдельные вагоны, в которых запрещено ездить мужчинам. Ну а теперь переходим к самому актуальному в нынешнее время, а именно к дубайскому метро. Примечательно, что в Дубае метро управляется полностью автоматически, то есть без участия машинистов. В связи с последними событиями, а именно из-за сильных дождей, вследствие которых впервые так сильно затопило город, метро ездит реже, с интервалом в 15 минут. Из-за этого скапливается большое количество людей на станциях, вне зависимости от времени суток. Ну вот так сейчас выглядит дубайское метро в последнее время. Особенно после того, как прошел дождь, наводнение. Короче, очень много людей. Невероятно сложно тут ездить. Но есть пару лайфхаков, как отсюда выйти. Итак, время лайфхака, как отсюда выйти. Hey guys, I'm pregnant. Please, I'm pregnant. Please, I'm pregnant. Thank you. Соответственно, вот так вот нужно выходить из дубайского метро. Да, кстати, про зоны в метро. Сейчас вы увидите, как метро поделено на зоны. Если вы путешествуете, то намного выгоднее и удобнее покупать проездной. В моем случае это проездной на 7 дней, который обошелся в 110 дирхам, который дает безлимитный проезд на все виды общественного транспорта. Примечательно, что стоимость от 3 зон до 7 одинакова, поэтому я рекомендую покупать сразу со всеми включенными зонами метро. Ну а наша следующая остановка – остров Палм Джумейра и самая красивая смотровая площадка The View at the Palm. Палм Джумейра – искусственный остров, который находится на берегу Дубая, в Объединенных Арабских Эмиратах, состоящий из ствола, 16 листьев и окружающего остров полумесяца, представляющего собой 11-километровый волнорез. Добраться сюда можно несколькими способами. Первый и самый простой – это такси. Так, ребят, еще одна из альтернативных опций передвижения по Дубаю – это, естественно, дубайское такси, которое изначально есть счетчик. Счетчик сразу составляет 12 дирхам. Второй – общественным транспортом. Расскажу поподробнее про второй способ. Сначала вы едете на метро, потом едете на трамвае, потом поднимаетесь по лестнице, проходите один переход, второй переход, третий переход, делаете небольшой подсъем дороги по пути, после оказываетесь на подземной парковке. И если у вас все еще остались силы, то вы наконец добираетесь до монорельса. Сразу перед глазами виднеется вывеска, что весь остров был построен всего за 6 лет. Далее по билетам. Безлимитная карта для проезда на общественном транспорте здесь уже не работает. Цена проезда зависит от остановки, на которой вы выйдете. Если поедете до смотровой площадки в The View at the Palm, то стоимость в обе стороны будет составлять 15 дирхам. Если захотите доехать до Атлантиса, то стоимость будет составлять 30 дирхам. Прямо на выходе станции монорельса берем билет,
Стоит он 100 дирхам на человека в non-prime time. Prime time считается там с 4:30 до 6:30. Что же могу сказать по поводу The Palm of the View? Я пришел в такой день, действительно не очень много людей, но пришел в невероятно солнечный день. К сожалению, через стекло видеть здесь достаточно сложно. Что касается фотографии и подавно, человеческим глазом действительно можно что-то разглядеть. Где-то вдалеке даже виднеется Бурдж-Халифа. Очень сильно отсвечивает солнце. Честно говоря, я думал, что стекла, которые здесь стоят, они будут явно пониже, чтобы я через свой штатив 2-метровый смог поднять его и подснять вид сверху. Но, к сожалению, даже моего 2-метрового штатива для этого не хватает. Эй, так, поднимаемся на 54 этаж. Итак, ребят, что я рекомендую абсолютно каждому, это апгрейднуть свой билет и получить доступ на 54 этаж. Да, нужно будет доплатить еще 75 дирхам, но это все ничто по сравнению с тем видом, который вы получите. But I told you that I was super afraid of height, that I was totally scared of height. Just imagine. I hear that you go up and down, up and down. Yeah, several times. Because it seemed to me that I got used to, you know, I used to the height. Every day, like me. Actually, I was scared too before. I got used to the height. Yep. Now I don't care. I even run. No, I really care because I can tell you honestly that after I got a panic attack. Right now I was sitting there with the panic attack and I was feeling like I'm super scared, and that contrast between of the height and the ground. I hope that it was just a panic attack, but actually so probably it was some sort of their sun heat. I don't have nausea. I feel really good, super good. Эмоции незабываемые, интересные. Еще здесь можно посетить локацию, где вас привязывают к тросу. Соответственно, единственное, что у вас есть, это ваша страховка, и больше нет никаких ограничений, нет никаких барьеров. Вы просто смотрите вниз. Я не знаю, даже сейчас это представляю, мне уже нехорошо. Эмоции очень крутые, там реально очень клево. И боязнь высоты пока мне очень тяжело дается, и это действительно очень сложно перебороть. Я в моменте думал, что когда приеду сюда, да я и с парашютом прыгну, да я и похожу по краю здесь. The next station is Burj Khalifa. Бурдж-Халифа. Невероятно цепляющее, живописное и красивое здание, которое даже не поместилось сейчас у меня в кадр. Занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое здание в мире, высота которого составляет 828 метров. В сентябре 2023 года Саудовская Аравия заявила о возобновлении строительства Джеда Тауэр, высота которого будет составлять 1000 метров и будет являться самым высоким зданием в мире. Но пока этого не произошло, я стою на фоне самого высокого здания в мире. И как минимум ради этого стоит приехать в Дубай. Честно говоря, после всех отзывов и обзоров в интернете, которые я посмотрел, я решил не подниматься на смотровую площадку Бурдж-Халифы. Но помимо этого, ребят, там еще в этой локации есть очень много всего интересного. Как минимум Дубай Молл. В Дубай Молле при всем желании можно потратить не один день и немалую сумму денег. Также невероятный аквариум с просто колоссальным количеством морской живности. Невероятно красивый аквариум. Самое большое и разнообразное количество рыб, которое возможно только встретить в закрытых аквариумах, а не в естественной среде обитания рыб. Чего стоят акулы, скаты, которые вечно улыбаются, рыба-меч. Бесплатно для просмотра, можно заплатить, зайти внутрь. Очень классно, на самом деле. Эмоции того стоят. И заехать в Дубай Молл, возможно, даже если вы не хотите тратить деньги на шопинг, или вам это, в принципе, не интересно, как минимум посмотреть аквариум, смотреть шоу фонтанов. Ребят, а теперь давайте вернемся обратно к Бурдж-Халифе и посмотрим невероятное шоу фонтанов в дневное и вечернее время.
Шоу фонтанов поистине уникальное, но я предлагаю двигаться дальше, и наша следующая локация — невероятная дубайская рамка. Если вы захотите посетить дубайскую рамку, Дубай Фрейм, тем более в плюс 40-градусную жару, то я максимально вам рекомендую не делать этого как минимум в плюс 40. Здесь бесконечно длинные заборы, вдоль которых придется идти, в моем случае бежать, потому что просто невыносимо, кроссовки уже горят, очень жарко, 40 градусов очень сильно дают о себе знать. Да и в целом я вообще единственный человек здесь, который иду вдоль этих заборов. Как будто бы люди знают, что в такую погоду я не нужно выходить из дома. Итак, билет сюда на одного человека стоит 52,5 дирхама. Купить его можно дешевле процентов на 20, используя различные сайты, но я говорю официальную цену, с которой вы столкнетесь, когда вы подойдете покупать в режиме оффлайн. Можете подумать, что это просто ничем не примечательная рамка посреди города. Хотя изначально звучит уже как будто бы очень даже примечательно. Самое интересное это то, что символизирует данная рамка. А символизирует она соединение старого города и нового. На данный момент сзади меня вы можете увидеть, как выглядит старый город. На противоположной стороне, соответственно, новый город. Соединение истории и современности. Одно из самых больших разочарований — это общественный пляж. Хоть вы и видите сейчас красивые кадры, но вокруг идет стройка. Рядом построили новый отель, который полностью закрывает обзор на 7-звездочную гостиницу Бурдж Аль-Араб. Сам пляж и атмосфера вокруг напоминает Тунис или Алжир. Но проблема не в пляже, а в моих ожиданиях. Это то самое место, где у меня упала камера. Также я пытался обойти и объехать с разных сторон, чтобы как-то подснять Бурдж Аль-Араб, но, к сожалению, я тогда не знал про бесплатный проход с бронью через кафе. Наша следующая остановка — это Дубай-Марина, один из самых лучших районов города. Здесь самое большое скопление яхт, отличных заведений и невероятных спортивных залов, в которых заниматься просто одно удовольствие, получая витамин D от прямых солнечных лучей. Так, ребят, сейчас я в Дубай-Марине, а на моем фоне находятся частные яхты. К сожалению, мне не удалось договориться, чтобы туда попасть и поснимать немножечко частные яхты, но есть решение. Здесь и общественные яхты. Стоимость проезда всего 7 дирхам. Покупайте билет в офисе и, соответственно, где-то 10-15 минут вас проводят. Видите отличные виды. Это супер, я рекомендую. И также невероятно Дубай-Марина выглядит по ночам. А также, ребят, хочу рассказать вам о том, что неоднократно выручало меня в жару. Это бесплатные питьевые станции, которые пользуются популярностью не только у туристов, но и у местных. Ни в коем случае такое не повторяйте, потому что написано не трогать его руками и ртом. Но я в целом его и не трогал. Ребят, путешествуйте. Оно действительно того стоит. И путешествие, наверное, это лучшее, что можно делать в жизни. Это лучшее, на что можно тратить деньги. Это, в принципе, то, что дает вам незабываемые эмоции. И деньги, они всегда приходят и уходят. Счастье действительно не в деньгах. Счастье дает вам только комфорт, уверенность, возможно, в завтрашнем дне. Но тратьте деньги на путешествия. Не нужно их откладывать. Вам никогда не будет 20 лет, никогда не будет больше 30 лет. И вы никогда больше не сможете в этом возрасте увидеть прекрасный мир. Неважно, какую страну, неважно, какой город. У всех есть возможность путешествовать. Ездите в соседний город, посмотрите, как устроено все там. Путешествие — это не только про поездку за границу. Путешествие — это стиль жизни и смысл жизни. Продолжайте путешествовать.